Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня по очень многочисленным просьбам я показываю, как я делаю торт «Красный бархат». Я буду его пекать коржи в этом видео и собирать полностью торт, и даже украшу его вот таким зимним декором. Итак, торт этот праздничный, мы поэтому и окрашиваем коржи, и готовится он не на каждый день, конечно же, и здесь, конечно же, нам хочется, чтобы он был и вкусным, и красивым. И в данном видео я покажу, как это я делаю, чтобы не было пригоревших коржей абсолютно. У меня будут коржи абсолютно ровные, у них не будет никаких обрезков таких значительных. И как собрать этот торт без потерь. Вот такой вот шикарный разрез у него получается с крем-чизом на сливках. Также крем-чиз на сливках я покажу в данном видео. И расскажу, как правильно его окрасить, чтобы какими красителями, чтобы наименьшее количество красителей в нем использовать. Для коржей я беру все продукты, во-первых, комнатной температуры. Здесь у меня, во-первых, 175 грамм очень хорошо размягченного сливочного масла, не соленого. Вот такого состояния оно должно быть масло. Мы его будем взбивать сейчас с сахарной пудрой. Также у меня 320 грамм сахарной пудры, просеянной уже. 4 яйца весом по 50 грамм каждое яйцо. 340 грамм у меня здесь пахты. 3/4 чайной ложки соды, 3/4 чайной ложки разрыхлителя. Отдельно я хочу сказать о пахте. В изначальном американском рецепте Адамса была, конечно же, пахта. Кефира там никто не знал, и до сих пор на Западе кефир как бы это диковинный напиток. И кефир я брать не советую. Кефир, он очень активный, это прекрасный напиток, но он очень активный. Поэтому если у вас нет пахты, вот от масла, то, что пахтается, когда масло, берите либо ряженку, либо натуральный йогурт. Но уже в самом крайнем случае берите просто кефир. Но лучше брать, конечно же, пахту, как это и было у Адамса, либо же вот йогурт или ряженку. 380 грамм у меня муки здесь, 8 грамм какао, 2 щепотки соли и пакетик ванильного сахара еще потом я добавлю. Но это я покажу. Масло взбиваем до такой пышной массы, хорошо побелевшей уже. Теперь я ввожу в масло у меня взбилось, я ввожу в несколько приемов, я туда буду вводить сахарную пудру и очень хорошо прорабатывать миксером. Видите, насколько побелела у меня уже масса. Вот до такой степени она должна у нас взбиться. Теперь я беру яйца и по одному яйцу я буду добавлять в массу и где-то минимум по полминуты прорабатывать каждое яйцо. Ну хотя бы уж полминуты. Еще раз повторяю, все продукты, и пахта, или ряженка, йогурт, что вы будете брать, должны быть комнатной температуры. Здесь у меня 1,5% пахта, 1,5% жирности. Девочки, кто из Германии, берем обычный наш бутермильх. И в Америке так и был именно вот этот buttermilk, то есть пахта была. Видите, какая однородная консистенция должна получиться после взбивания уже масла с яйцами. Ничего не должно расслоиться, если у вас комнатной температуры все продукты. Теперь в жидкую массу я уже добавлю краситель. Вы смотрите по своему кисломолочному продукту. Я буду добавлять обычный топ-декор. Добавлять я буду в общей сложности 1,5 чайных ложки. Вы можете также сухой краситель добавлять, его нужно меньше, конечно же. Сначала вот так вот 3/4 чайных ложки я добавляю, и потом еще в тесто я уже добавлю под самый конец, потому что не совсем у меня прокрасится. Кто живет в Германии или там на Западе, кто живет, у кого нету вот топ-декора, допустим, вы можете взять краситель Wilton, цвет Red, очень хорошо тоже он окрашивает именно тесто. Именно вот такой цвет у него будет не уходящий в малиновый, а именно вот красный. Вот или Wilton, или вот топ-декор. Оба красителя очень доступные. И на Западе Wilton, и в России, и в странах СНГ топ-декор. Все это я просто перемешиваю. Это перемешивается очень быстро. Теперь я смесь масла с яйцами я перекладываю в более большую посуду, потому что у меня емкость для взбивания именно, чтобы не разлеталось. Обязательно просеиваю какао 8 грамм и
разрыхлитель и соду. Я просеиваю все это и добавляю в сухую смесь. И соль у меня там еще 2 щепотки. И добавляю в сухую смесь также ванильный сахар, пакетик. Все это сейчас смешается у меня полностью с жидкой массой. Я просеиваю еще раз через сито, я просто здесь не успела показать, просеиваю также в сухую смесь и также добавляю туда пахту с красителем. Вы же можете натуральный йогурт, еще раз говорю, либо же ряженку. Кефир, ну в крайнем случае, потому что кефир очень активный напиток. Именно вот он будет такие и бульки давать потом в тесте, и кислинка даже может быть, что нежелательно. Итак, прорабатываем. Девочки, кто из Германии, добавляем обычный бутермильх. Это везде у нас продается и очень доступно. Гораздо доступнее даже, чем все остальное. И заканчиваем. Все это перемешиваем до однородности и также вводим полностью всю сухую смесь и всю жидкую. Вот такой цвет у меня получился, меня он не устраивает. Еще 3/4 чайной ложки красителя я сейчас добавлю. И еще проработаю все это еще раз венчиками. Здесь, смотрите, не увлекайтесь красителем, потому что краситель при выпекании, он обязательно активируется. То есть цвет будет понасыщенней. Ну, не сильно, но гораздо насыщеннее, чем мы себе можем представить. Еще раз повторяю, что вот обычный топ-декор, либо Вилтон. Потому что, допустим, в других каких-то фирмах все равно будет уходить в такой малиновый цвет. Все, смесь готова, меня она устраивает. Я уже заранее застелила формы для выпечки фольгой. Я буду выпекать сразу в 3 формах на одном противне. Вот такие 3 формы по 17 сантиметров в диаметре. Крупнее формы у меня не встают на один противень. У меня 42 сантиметра в длину и 31 в высоту этот противень. Здесь, я имею в виду в ширину, здесь вот это тесто, вот по этому рецепту, оно получается абсолютно без пригоревших мест коржи. И я буду, вот я знаю уже это, они у меня слегка утянутся потом на сантиметр. То есть каждый корж у меня на выходе будет не 17, а 16 сантиметров. Вот это, чтобы вы знали. Но получится идеальные коржи. Вы же можете также выпекать коржи по 20 сантиметров, но они у вас будут 3 коржа тогда. Здесь я на 6 коржей потом это все разрежу. А если по 20 сантиметров, будет 3 коржа где-то, ну, может быть, по 1,5 сантиметра в высоту. Ложкой разравниваю, потому что шпателем неудобно, очень узкие формы. И ложкой просто разравниваю. Полчаса будут выпекаться при температуре 160 градусов в моей духовке. Итак, я достала уже, они у меня остывали в духовке минут 10. И видите, уже отошли сами от формы. Вот таким вот образом. Теперь они слегка у меня остыли, чтобы можно было уже до них докасываться, до этих форм. Теперь я фольгу отодвигаю аккуратно от края формы. Двойной слой фольги у меня здесь, потому что тесто все равно такое жидковатое достаточно, чтобы не вылилось. Отодвигаю вот так от края формы. И просто снимается, даже не прорабатываю ничего ножом. Теперь я беру решетку. Вот смотрите, как я это делаю. Беру решетку, переворачиваю на решетку и удаляю всю фольгу. Очень аккуратно. Видите, какие донышки? Абсолютно нет никаких пригоревших мест. Вот именно с этой температурой выпекания и именно по этому рецепту. И идеально красные все получаются эти коржи. Теперь я беру вот такое вот кольцо, в принципе, в которых я и выпекаю, ставлю на 16 сантиметров, так как, я еще раз говорю, 1 сантиметр у меня утянулся, и вот там вот внизу у меня осталось по полсантиметра, вверх утянулся, а низ остался. И просто вот так вот вырубаю. И получаются такие легенькие обрезочки, но ничего не подгоревшие. Получится очень и очень ровные коржики. Просто имейте это в виду. Может быть, в вашей духовке они и не утянутся в ваших формах. У меня вот утягиваются именно с красителем. Когда без красителя выпекаю, ничего не утягивается. Может быть, это краситель, зависит тоже от него что-то. Обязательно убираем в пищевой пленке. На ночь в холодильник, ну минимум на 8 часов, 8-10 часов. И только тогда можем их нарезать.
на более мелкие коржи, более тонкие. Сразу не нарезаем. Коржи нежнейшие, очень-очень такие мягкие они, но потом, когда полежат в холодильнике, масло застывает, получится очень хороший. Смотрите, какие идеальные коржи. Они еще у меня теплые. Видите, какие они ровные. У них нет ни шапок, ни каких-то бугорков. Абсолютно ровные коржи выпекаются. И абсолютно красные. Видите? Вот плоские. Теперь прошла у меня ночь. Вот сейчас я их убрала в холодильник. Ночь прошла. Достала. Видите, какие они уже твердые, потому что масло застыло, конечно же, в них в холодильнике. Теперь я их уже могу распаковать из этой пищевой пленки и буду нарезать их кондитерской струной на каждый корж на 2 коржа. На 2 более мелких коржа я имею в виду. Они очень хорошо у меня отлежались. Струной нарезаю. И даже вот с этого коржа я потом сниму еще верхнюю шапочку, потому что мне будет она лишняя. Там буквально меньше, чем полсантиметра она будет, эта шапочка. Видите, вот такая вот структура у коржей. Очень ровные, очень гладкие. Вот такая вот тонко-пористая структура. Полностью все пропеченные. Именно действительно бархатистые. Теперь я приготовлю крем-чиз на сливках именно для наполнение этого торта, не для украшения. Крем-чиз на сливках — это больше начиночный, конечно же, крем. Здесь у меня 600 грамм творожного сыра, 120 грамм сливок очень хорошо охлажденных, пакетик ванильного сахара и 100 грамм сахарной пудры. Ванильный сахар и сахарную пудру я сразу ввожу в творожный сыр. И все это просто пробиваю вот так вот миксером, я перемешиваю это до однородности, я ничего не взбиваю. Это длится буквально несколько секунд. Просто перемешали, чтобы не было комочков, чтобы сыр полностью разошелся с пудрой. Теперь я вливаю туда 120 грамм сливок. Все говорю в граммах, потому что многие не понимают в миллилитрах. Поэтому всегда говорю все в граммах. Их можно отвесить на весах именно. Теперь также все это взбиваю до пышности, где-то в пределах минуты, не больше. Вот в такой емкости для взбивания взбивается все гораздо быстрее и не разбрызгивается никуда. Очень удобно иметь такие емкости. Даже в мерных стаканах можете взбивать. И до устойчивых таких пиков, не увлекаясь, чтобы не перебить эту смесь. 33% жирности сливки, у кого 30%, если не густеют, можете добавить загуститель. Вот такая вот получается у меня масса. Теперь я собираю торт. Для того, чтобы были ровные у меня прослойки между коржами, я перекладываю крем-чиз в кондитерский мешок. Отрезала я у мешка где-то сантиметр и просто вот по такой спирали отсаживаю каждую прослойку. И потом разравниваю все это шпателем. Для чего я это делаю? Потому что мы, в принципе, окрашиваем все эти коржи ради того, чтобы был красивый очень разрез. И поэтому испортить это кремом никак нельзя. Поэтому крем я отсаживаю тоже из кондитерского мешка и шпателем обязательно разравниваю все уже до ровности. И так делаем каждый корж. И вот последний корж я уже накладываю. Этот торт я не буду стягивать ни в кондитерское кольцо, не убирать в холодильник. Я его сейчас покрою полностью крем-чизом в стиле голого торта. И сверху я просто украшу таким зимним декором. И все. И на этом мое украшение закончено. И сразу разрежу, не убирая даже его в холодильник, потому что коржи у меня еще холодные, крем-чиз холодный. То есть этот торт вы можете вот так вот собрать и сразу подавать на стол. И он не требует даже никакой пропитки, по сути. Можете там на часок оставить, потому что коржи очень-очень нежные, их можно кушать просто как отдельный десерт. Не обязательно даже их как-то там особо пропитывать. Можете убрать в холодильник. Сверху я также распределяю просто весь крем-чиз, у меня остался который. И сейчас я украшу тортик в зимнем таком стиле. Можно также на Рождество украсить, на Новый год.
веточки розмарина, свежего розмарина я здесь нарезала просто ножницами. Розмарин продается во всех супермаркетах. Можно также в садовом центре купить его в горшочке. И просто у кого, может быть, есть желание, растить его на подоконнике. И также при желании использовать его в блюдах. Очень удобно. И потом я конфетами также с орехами украшаю. Это типа шишек у меня что-то такое будет. Это я показываю именно тот вариант, когда нету времени на украшения, а вот из таких подручных средств можно сделать очень даже красивое такое праздничное на Рождество, допустим, или на Новый год украшение тортика. И малиной я украшаю, слегка покрываю ее кондурином. Вот такой тортик у меня получился. Здесь края я оставила бока у него открытыми, в стиле голого торта такого. Сейчас модно очень такое украшение. И где-то 12 сантиметров в высоту он у меня получился и 16 сантиметров в диаметре этот торт. Нарезается этот торт, видите, я нарезаю его абсолютно не отстоявшимся в холодильнике. Он очень ровный, очень хорошо держит форму. Это я говорю для тех, у кого даже нет вот такого высокого кондитерского кольца. Сразу можно его подавать на стол и кушать, потому что коржи нежнейшие. И вот такой разрез у нас получается. Надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Скоро будет также рецепт именно без красителя этого торта на канале. И до встречи в новых видео.